Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня вместе с вами хочу провязать вот такой замечательный узор. Кому проще вязать по схеме, я прикреплю схему этого узора. Всех остальных приглашаю на мой мастер-класс. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная. Я ее просто снимаю. Далее идет лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. Далее по схеме провязываются 2 петли вместе изнаночными. Мне не очень удобно поддевать вот таким образом 2 вместе, поэтому я просто петельки переснимаю и меняю местами дольки. Вот таким образом. И провязываю их как 2 вместе изнаночные. Далее идет 3 вместе изнаночными. Я точно так же переворачиваю петельки. Вот таким образом я это делаю. Возвращаю на левую спицу и провязываю их как 3 вместе изнаночными. Вот таким образом. Далее 2 вместе изнаночными. Точно так же переворачиваю петли и провязываю как 2 вместе изнаночные. Далее лицевая, накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий, лицевая, четвертый накид, лицевая и опять вяжу по 2 вместе изнаночными. Вот переснимаю я петельки, чтобы они правильно лежали у меня на спице. Не было нигде скрещенных петелек, потому что это будет немножечко стягивать узор, и он будет выглядеть по-другому уже. Провязываю 3 вместе, далее 2 вместе и заканчиваю ряд. Лицевая, накид, лицевая, накид. Это у меня конец раппорта. Но для симметрии я набрала еще одну петельку лицевой и кромочная петля. Вот так выглядит начало этого узора. Здесь уже идет начало формирования волны, гребешочка, кто как это называет. Второй ряд провязывается полностью изнаночными петельками. Накиды, лицевые петли изнаночными, все идет изнаночными петлями. То, что мы провязывали по 2 и по 3 вместе изнаночной, они тоже в изнаночном ряду провязываются изнаночными. И так вяжу до конца ряда.
и последние 2 петли и кромочная. Кромочную в изнаночном ряду я провязываю изнаночной петлей. Третий ряд вяжется точно так же, как и первый. Давайте провяжем его вместе. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Далее 2 вместе изнаночные, 3 вместе изнаночные. 1, 2, 3. Поддеваю их и провязываю вот таким образом. Далее 2 вместе изнаночные. Делаю это точно так же. Далее лицевая, накид, лицевая, второй накид, третий накид, лицевая, четвертый накид и лицевая петля. Сейчас я проверю, правильно ли я связала. 1, 2, 3, 4. Да. Далее идут 2 вместе изнаночными. Далее 3 вместе изнаночными. Узор быстро запоминается, потому что между 2-3 изнаночными идет 4 накида. Начинаются и заканчиваются лицевыми петельками. Далее 2, 3, 2 вместе. И так до конца ряда. Теперь лицевая, накид, лицевая, накид, конец раппорта. Лицевая симметрии и кромочная. Кромочную в лицевых рядах я провязываю лицевой петлей. Вот видите, здесь уже более четко формируются эти волночки. 4-й ряд идет изнаночный и провязывается изнаночными петлями. С 5 по 8 ряд мы вяжем просто лицевой гладью. То есть лицевые ряды лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петельками. И так провязываем 4 ряда. 5, 6, 7 и 8 ряд. Я провязала 8 рядов узора. Вот так он выглядит. Следующие 8 рядов провязываются точно так же, только в шахматном порядке. Давайте я вам покажу, потому что начало и конец, если это не круговое вязание, они немножечко отличаются. Кромочная петля. Далее идут 2 вместе изнаночные. По схеме было бы 3 петли вместе, но так как накид нам сделать здесь негде,
Поэтому здесь провязываются 2 петли вместе. Они у нас не входят в начало раппорта. Это просто начало ряда так провязывается. Далее 2 петли вместе изнаночной, это уже начало нашего раппорта. Вот с 2 изнаночных у нас начинается раппорт. 2 изнаночные вместе. Далее лицевая, накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая, четвертый накид и лицевая. И далее мы вяжем волну точно так же, как в предыдущий раз. 2 вместе изнаночными. Далее 3 вместе изнаночными. И 2 вместе изнаночными. Далее 4 накида между лицевыми. Лицевая, первый накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий, лицевая, четвертый и лицевая петля. Далее 2 изнаночные вместе. И заканчиваю ряд тоже не 3 вместе, а 2 вместе, как и в начале ряда. Узор получается симметричный, и количество петелек мы не теряем при этом. Изнаночный ряд, изнаночные петельки. Одиннадцатый ряд провязывается так же, как мы провязывали 9 ряд. В начале ряда после кромочной мы провязываем 2 изнаночные вместе, которые не входят в раппорт узора. Следующие 2 изнаночные вместе, это входят в раппорт узора, это начало раппорта. На схеме это выделено красной линией. Далее лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Далее идет 2 изнаночные вместе и 3 изнаночные вместе. Раппорт заканчивается вот этими 3 изнаночными петельками. Вот я провязала 1 раппорт. Далее 2 изнаночные вместе. И опять накиды между лицевыми. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, последний накид и лицевая. Далее 2 петли вместе изнаночной. И заканчивать ряд я буду тоже 2 петельками изнаночными вместе. Это делается для того, чтобы узор сохранялся и количество петель в каждом ряду было одинаковым. Вот так начинают формироваться
наши волночки. Далее изнаночный ряд идет 12, и с 13 по 16 ряд опять лицевая гладь. То есть 13 и 15 узор, ряд, простите, это лицевые петли, 14 и 16 это изнаночные петли. Я провязала 16 рядов узора. Далее все повторяется с 1 по 16 ряд. Вот так выглядит этот узор на образце, который мы вязали с вами вместе. Надеюсь, мой мастер-класс был вам полезен. Всем легких петелек и до встречи на канале.